Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Никак не могу понять, все-таки красный цвет, он мне фартовый или не фартовый? Потому что если не брать в расчеты все-таки мои свиданки, то в целом вроде как ничего. Но на свиданках хрен поймешь. Более того, я могу сказать, что я приобрел себе еще красный спортивный костюм. Что меня в этом сезоне прет на красный, я, честно говоря, не могу вам ответить. Но вот как-то прет. Не знаю почему. Ну, нравится мне. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Ладно. Нет, не надо раздеваться, девочки. Держите себя в руках, мальчики, тоже не нужно. Просто песня. А то началось, блин. Я все равно отсюда не вижу, а вы там понеслась у вас. Но я был бы не против, чтобы голенькой походила моя новая встреча сегодня. Моя новая девушка, с которой я сегодня встречусь обязательно. И, как всегда, я купаю себя в надеждах, что тучи в Питере разойдутся, выглянет солнце и просто нас завалит витамином D. Но этого бывает крайне мало, редко и нечасто. Как, собственно говоря, мой кекс с изюмом, но большей частью без изюма. Да. Тьфу-тьфу-тьфу. Не сегодня. Сегодня будет все шикардос. Смотрим. Шапочка прикольная. Привет. Привет. Необычный у тебя головной убор. Ой, да. Ой, аккуратно. Извиняюсь. Да, ничего. Ты прямо мне дверь не открыл как-то, я думала. Ой, что... блин, ты знаешь, а я просто засмотрелся на тебя, и, к сожалению, да, я виноват. Привет. Привет. Как ты? Познакомиться. Ой. Мне тоже. Да ты расслабься, откинься, чувствуй себя свободно, да. Чего ты? Машинка какая хорошая, мне нравится. Хорошая, не жарко, да. Тебе может расстегнуться чуть-чуть, нет? Да, наверное, стоит. Машинка хорошая. Слушай, да хрен с машиной, главное, чтобы человек был хороший, ты же сама знаешь. Ну, естественно, но, конечно, есть такие аспекты важные. Какие? Вот я видела вот в приложении, что мне прямо очень понравилось, вот как ты себя позиционируешь, какое-то отношение к жизни, что ты явно любишь богатую жизнь, такую устойчивую. Есть такое. Да, и вот я вот посмотрела и решила, что вот да, я вот приду к тебе на свидание. Так. Ну, у меня есть такая прямолинейность, такая вот... Это неплохо. Да, то есть... Давай, я все выдержу. Как бы я жизнь беру в свои руки, понимаете? Так. И вот мне человек нужен конкретный, богатый, чтобы он мог меня обеспечить. Ну, потому что я прекрасная женщина, ты посмотри, какая статная, красивая, молодая. Вот, чтобы он содержал меня, чтобы он нам надо будет отдохнуть, мы едем на Мальдивы, например, ходить в рестораны, подарки разные. А я буду от себя, поддерживать рука об руку в этой жизни. Угу. Просто у меня такая ситуация, что вот у меня еще сегодня будет несколько таких же встреч с мужчинами. Вот ты просто первый, ты мне очень понравился, я посмотрю. То есть у тебя сегодня несколько свиданок, что ли? Ну да, просто, я же женщина статная, я должна заботиться о своем будущем. А зачем тебе столько свиданок? Потому что если вот тебе не понравится, да, то есть ты не захочешь вкладывать вот в мою красоту, в мою вот статность, чтобы я была прекрасной женщиной рядом с тобой. То у тебя есть запасные варианты? Ну да, почему нет? Пети, Васи какие-нибудь, да, кто там у тебя? Да, там Валера. Валера, отличное имя. Степан, куда же без Степана? Михаил.
Но ты мне очень понравилась, потому что у тебя такой прекрасный профиль. Я решила, что... Профиль? Да, я в первую очередь вообще тебе дам профиль свое... я лучше, чем фас, да. Но... Вот, и я решила вот свою благосклонность проявить тебе, что вот ты первый, и вот если ты вот не против вот такого... Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, жизнь со мной прекрасной, радостной. Если нет, то я пишу вот Валерии, все, я как бы он мне уже вот написывает уже целый день. Вот, и я пойду дальше. Если вот нет-нет, да-да, нет-нет, как говорится. Как ты вот относишься к такому прекрасной женщине, которая будет вот рядом с тобой украшать твою жизнь замечательно? Это же так важно. Да, я рад, что у меня получается сейчас ставить слово. Это тоже хорошо. То есть я сейчас наконец-то тоже скажу. Нет, ты все молодец, все правильно, ты все по делу, все по теме. Согласен, времени в жизни вообще и так мало. А ты сразу хоп и давай. Либо ты, так скажем, субсидируешь, либо это делает Валера. Не вопрос. Валера молодец, конечно, кроме имени. Но неважно, это, извини, шучу. Не хотел обидеть Валеру. Вот. Что касается доказательств. А как, мне прямо сейчас насыпать надо? Или мне что надо? Или мне просто надо сказать, типа, да, готов? Что нужно сделать-то, чтобы ты не пошла дальше по Валерам и Степанам? Ну, ты как бы покажешь свое отношение мне. Мы, например, можем сходить в ресторан. Или можем сходить на какую-то там... постановку оперную, например, в Мариинском театре. Да, по 30 тысяч билет. Ну, зато красиво, прекрасно, Согласен. И ты сможешь со мной выйти и получить массу взглядов женщин, мужчин, все будут тебе завидовать. Разве этого мало? Нет, вообще отлично, просто немножко дороговато, а так нормально. Ну, как бы ресторан какой-нибудь, там морепродуктов поедим. Морепродуктов. Можем сходить там в Лахта-центр, посмотреть на весь город и понять, что мы можем вообще свернуть горы. Лахта-центр, прости, Лахта-центр, да. Хорошо, знаешь, да, у меня есть, у меня просто мысли тоже, они вот сейчас у меня бродили, зрели, и вот я хочу тебе тоже вот такое предложение встречное. Я понимаю, ты как девушка со своими задачами и целями, вот, а ты все правильно определила их, тебе нужен действительно защитник, добытчик и лидер, все понятно, главное, чтобы... добытчик, а защитник, лидер, да хрен с ними, это все понял, да. Давай мы сделаем так, чтобы я тоже понимал, во что я буду вкладываться, а мне, как мальчику, нужно понимать, что может девочка. Я предлагаю тебе следующий момент. Мы тогда сейчас, перед тем, как я скажу «да», и перед всеми вот этими начинаниями, я предлагаю тебе уединиться. Тут есть вот сзади нас отличный, я прошу прощения, спереди нас есть отличный отель «Московские ворота», бывший Парк Inn. Вот. А мы там с тобой проведем какое-то время, и я по результату проведенного времени тебе говорю, да или нет. А потом ты уже решаешь, либо ты со мной, либо Валера. Ну, это какой-то вообще трэш. Почему? Ну, сейчас время технологических каких-то свершений, цифровое там телевидение, общение. Да. Зачем вообще? Это какая-то седая древность. Мы что, в 90-х, что ли? Ходить по каким-то отелям, это вообще... А как мы с тобой чем-нибудь займемся? Виртуально, что ли? Не очень понял. Ну, как бы это должно быть только потом, это не должно быть каким-то центром нашей жизни. Я же не девочка по вызову, в конце концов. Это какой-то ужас. Хорошо, тогда получится... Супер. То есть я, получается, буду банкоматом твоим ручным, а все остальное это как бы типа, несовременно. Типа, как так? Это что-то из 90-х. Да. То есть тратить... Я же красивая женщина. Тратить миллионы на девушку это типа нормально по современным меркам. Конечно. Да, а, скажем, кекситься с ней это типа, извини, это уже древность. То есть это нужно там... вообще-то да. Вообще-то да. Да, нормально, что вообще супер. Вместе я для красоты, для радости, чтобы ты мной гордился. А я думаю, зачем я эти миллионы зарабатываю? Оказывается, вот для чего, для тебя. Вообще-то да. Да, точно. Я прекрасная женщина, я себя вообще-то не на дороге нашла. Нет, понятно, не на дороге, конечно. На ковровой только, если дорожка. Это же все прекрасные волосы, прекрасные ноги.
ногти, мой внешний вид, всегда вот такая добродушность, дружелюбие, оно не с неба падает, в конце концов. Точно, вообще не с неба. Прекрасная женщина всегда требует вложений в первую очередь, а потом уже все остальное. Это мы вообще... Да, ты знаешь, сейчас прикинул хрен... 25-й год. Да, я сейчас хрен к носу прикинул вообще. И ты знаешь, мне вот из бонусов ты реально красавица, реально. И реально много разговариваешь, с тобой не соскучишься, это верно. Но ты знаешь, все-таки я думаю, что я эстафетную палочку передам Валерке. Правда. Ответь ему, скажи, знаешь, ты очень много потерял. Я пока ничего не потерял, потому что я пока ничего не приобрел. Валерий вообще крутак. Он ждет меня и не дождется. Вообще. Правильно. Просто у Валерия вот так вот, а у Евгения вот так вот. Поэтому я думаю, что тебе нужно привет от меня передать Валере и сказать, что предыдущий товарищ с дистанции сошел, потому что не может просто. Вот и все. Не вывозит, как говорится. А тебе спасибо большое за правду, честность и прямолинейность. Потратил 15 минут моей жизни, а я могла уже в каком-то ресторане быть вообще. Прости меня, пожалуйста, я должен тебе что-нибудь за это? Нет. Слава тебе, Господи. Бесплатно. Ох, спасибо тебе. Первый раз понял тебя. Надеюсь, второго раза у нас не будет. Я тоже. Валерий, привет. Все, до свидания. Давай, пока. Откуда эта вся хуйня берется в головах женщин? Откуда, блядь? Откуда? Откуда это, блядь? Я красавица? Закидывай меня ништяками, подарками, вниманием. Люби меня. Береги меня. Носи меня на руках, а я потом решу, дать тебе или нет свой номер телефона. Все-таки действительно водить нужно таких людей в Лохта-центр, а никак не в Лахта. Вот. И, видимо, такие люди все равно найдутся. И, более того, я вам могу сказать, что вот я сейчас говорю об этом, типа, это что-то нереальное. И вот вы смотрите и думаете, это нужно быть реально конченым, чтобы вот так... Я знал людей лично долгое время, которые тратили на девушку миллионы реально, покупая шубы, компьютеры, там, подарки для нее, ее родственников и так далее. И не спали с ней! Не потому что не хотели, а потому что, типа, пока, рано. Я вообще не для этого. То есть я могу тебе позволить себя любить, находиться рядом с тобой какое-то время. Вот. А больше... И, о чудо! Непонятное, как это случилось, когда заканчивались бабки у этих людей. Девушки говорили, мне пора. Спасибо за присутствие в моей жизни. Мне нужно забирать шубу из химчистки. Пара-пара-пам. Мой любимый звук. В общем, не будьте осликами, друзья мои. Хотя, знаете, каждый кайфует же от своей тематики. Да, может, людям по кайфу спускать хулиарды денег и не получать ни хера взамен, кроме надменной пафосной рожи. Шапка у нее была огнище, да? Первое, что я бы ей купил, если бы согласился, это шапку. Да. Собственно говоря, я все. Если кто-то хочет пойти по стопам моих знакомых, могу дать ее телефон. Вот. А ты, Валера, если смотришь меня, держись. И имя у тебя, и подруга будущее. Держись. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши.